5 условий, при которых нарцисс перестанет тебя возвращать в отношения. Бывают такие ситуации, что ты находишься в отношениях с нарциссом, потом понимаешь, что вам не по пути, вроде говоришь, что все, между нами все кончено, но он тебя как-то пытается постоянно вернуть. Он выжидает какие-то моменты твоей слабости, он знает, на какие уже кнопки давить. То есть он как-то постоянно возвращается в твою жизнь, и ты не можешь выйти из этого. А мы сегодня поговорим о тех 5 условиях, при соблюдении которых нарцисс либо потеряет интерес к тому, чтобы вас возвращать, либо потеряет такую вообще возможность, то есть потому что вы просто не позволите это делать. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разбираем, собственно, ситуацию, как вести себя тогда, когда ты пытаешься с нарциссом как-то отношения завершить, а он все как-то вот не завершается. Что в такой ситуации делать? Если вам эта тема интересна, обязательно поставьте лайк, я буду вам благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы начинаем. Первая ситуация, когда нарцисс перестает вас возвращать, это если вы не даете ему больше нарциссический ресурс, который ему был нужен. Это эмоции, внимание, деньги, статус. То есть в плане денег, например, вы перестали, скажем, там, не знаю, отдавать ему деньги, вы там разделили бюджет или больше не занимаете ему, хотя раньше занимали. Скажем, в плане статуса тоже. Вы вместе работали, ну, предположим, бывает так, вот мужчина и женщина более значимая на работе, там, или начальница, завязались отношения, потом, ну, как бы женщина понимает, что мне не по пути, выходит из отношений, а мужчина ее постоянно затягивает, потому что, ну, он как бы греется в лучах ее такой значимости и славы. Я вот в коллективе, все знают, что я с ней встречаюсь, она вот такая вот, ну, скажем, начальница или такая больше зарабатывает. Если вы переводитесь куда-то или идете на какое-то повышение, то ему нет смысла вас возвращать, потому что он больше, так сказать, не погреется в лучах вот этой вот вашей славы. То же самое касается эмоций и внимания. Если, предположим, он вам, ну, как правило, что-то рассказывает о себе, какие-то жалостливые истории, и вы, ну, из-за такой вашей врожденной эмпатии как-то вот сопереживаете ему, и тут вы научились, ну, просто не проявлять эмоции, когда вы его слушаете, он также, ну, перестанет получать какую-то общую выгоду от этих отношений, и возвращать ему будет вас, ну, не так важно, что ли. Второе условие, которое не позволит нарциссу возвращать тебя, это если ты уйдешь в неконтакт. Вот эта вот стратегия неконтакт, она очень такая, с одной стороны, действенная, с другой стороны, очень грубая. То есть, грубо говоря, человека блокируешь везде, там, не знаю, не пишешь ему, отписываешься от него, стараешься, чтобы у вас не было каких-то зон пересечения, там, ну, куда вы раньше ходили, там, в совместный, там, не знаю, спортзал, там, какие-то кафешки. То есть полностью ты с ним не общаешься, вот человека просто удаляешь из своей жизни. С одной стороны, ну, вот это очень действенно, потому что в таком случае нарцисс просто не имеет физической возможности, у него нету такой способности тебя как-то возвращать, потому что ты как-то исчезла. С другой стороны, тут часто бывают такие вот проблемы, потому что на межличностном уровне ты человека как бы, ну, удалил, и вроде бы его нет. Но на внутриличностном уровне часто бывает, что есть очень много к нему таких незавершенных каких-то процессов, каких-то вопросов, привязанность все еще вот к нему есть, вот это вот такая вот какая-то исковерканная, болезненная. И я вот сейчас провожу курс про отношения, и там один из блоков, собственно, он разбирает, как правильно выходить из отношений с нарциссом, и мы там разбираем эти вот ситуации, когда, вот, скажем, женщина встречалась с нарциссом, решила с ним полностью не общаться, ушла в неконтакт, а потом, получается, когда она встречает каких-то других людей, вот та вся какая-то агрессия, злость, обида, которая была не реализована, не было завершения с этим человеком пройдено, вот эта вся злость, она мешает выстраивать новые отношения. То есть в новых отношениях есть какое-то чувство, что эти все люди, они как будто бы ко мне так относятся, я так проецирую, как тот человек ко мне относился. Потому что вот эта вот стратегия неконтакт не позволяет все-таки высказаться, поставить точку на своих условиях, вот что-то сказать такое очень важное, чтобы эти отношения как бы они ушли в прошлое. Поэтому просто вот важно это упомянуть, что чтобы нарцисс вот вас не возвращал, вы можете использовать эту стратегию неконтакт, но будьте очень осторожны, потому что она может привести к таким, ну, вот отсроченным каким-то последствиям. Чтобы вы будете этого человека держать у себя в голове, и нужно будет прорабатывать потом, как от него избавиться. Ну и третья ситуация, когда нарцисс больше не может вас возвращать, это если вы не ведетесь на его какие-то триггеры и манипуляции. То есть, если это, скажем, скрытый нарцисс там, или уязвимый тип, он, например, раньше он рассказывал, как ему тяжело, как он без вас может умереть, как он жить не хочет, как в жизни у него все плохо. Предположим, вы, если это эмоционально на это как-то реагировали, он видел по вам, что, ну, вам как-то жалко его, то вот, ну, вот таким образом он как-то думал, ну, все-таки я могу сейчас ее расшатать, как-то разжалобить все-таки и вернуть. Если он видит, что вы эмоционально не реагируете, то, соответственно, он как-то теряет к этому интерес. Если говорить о грандиозном нарциссе, то он там будет заходить сверху через обесценивание, что ты всегда была как бы недостаточно хорошей женщиной, недостаточно хорошей любовницей, мы ссорились всегда из-за тебя, расстались мы из-за тебя, ты вспомни, где я тебя нашел, кем ты вообще была, там, ты без меня куда ты денешься. Если он видит, что у вас есть какие-то вот эмоциональный отклик на эти вот какие-то, ну, оскорбления, по сути, там, либо вы возмущаетесь, либо у вас есть какое-то такое ощущение, какое-то вот, что вы сжимаетесь, какой-то стыд у вас, он видит вот этот эмоциональный отклик, ему кажется, опять же, что сейчас нужно немножко еще больше, сейчас я ее дошатаю, дожму, и она как бы все равно вернется. Если он видит, что
что вы эти вещи все слушаете с таким, ну, как бы каменным лицом, вам это вообще все неинтересно, вы это даже не то, как вы показываете, вы эмоционально это не воспринимаете, то он также теряет интерес, потому что, ну, какой смысл ей это говорить, эффекта никакого нет, ну, как бы просто чую возвращать, если это не получается. Четвертая ситуация, когда нарцисс перестает вас возвращать, это когда он видит, что у вас началась новая независимая жизнь, и вот он понимает, что у вас какие-то новые увлечения, новая работа, новая какая-то деятельность, новые отношения, причем отношения, ну, такого широкого спектра, новые друзья, новые, скажем, там какие-то коллеги интересные, вот вы с ними как-то вот общаетесь там и в нерабочее время. Скажем, вы занимаетесь спортом, ну, какой-то игра, там, волейбол, там вот эти вот ваши, ну, как бы, отношения с людьми, с которыми вы играете в волейбол. То есть он видит, что у вас в жизни очень много чего появилось, что он не может контролировать, не может, соответственно, разрушить и не может вас как-то, ну, пугать тем, что вы можете это разрушить. То есть это означает, что вы прорвали изоляцию. Нарцисс, как правило, старается свою жертву изолировать, чтобы, ну, вот я все, что в твоей жизни есть, будешь себя плохо вести, я буду тебя как-то наказывать, там, не знаю, каким-то своим молчанием, не знаю, каким-то своим отсутствием, обидами. Когда нарцисс видит, что вы эту изоляцию прорвали и у вас жизнь наполнена, то он понимает, что, ну, я просто, ну, и не имею никаких инструментов, как вернуть этого человека. Я не понимаю, зачем я вообще ей могу быть нужен, на какие точки вообще, на какие кнопки давить. У меня сейчас проходит четвертый поток моего курса про отношения. В одном из блоков мы как раз таки работаем над тем, как выстроить такую независимую, наполненную жизнь, чтобы просто можно было на нее опираться, когда ты полностью социализирован, реализован, и тогда нарцисс, собственно, перестает вообще иметь какие-то возможности тебя возвращать, он на тебя больше никак не воздействует. Поэтому, если вам интересно, под видео в описании будет ссылка на мой курс про отношения, можете посмотреть там описание и присоединяйтесь в следующих потоках. Я думаю, что вы найдете там для себя очень много интересного и полезного. Пятое условие, когда нарцисс перестает вас возвращать, это если он нашел новую жертву себе. Бывает, женщины так и говорят, что вот он куда-то просто вот пропал, наверное, себе нашел кого-то. То есть, грубо говоря, нарцисс находит женщину другую, которая ему легко дает тот нарциссический ресурс, который вы ему даете, ну, или очень как-то так скрипя, или вообще не даете, научились уже не отдавать. То есть от вас он не получает то, что ему нужно, а там где-то он получает, он туда вот как бы и слился. Поэтому, если вы понимаете, что вы находитесь в таких отношениях, где вот вы как будто бы хотите из них выйти, но никак не получается, все как бы вот какая-то привязанность у вас есть, или, не знаю, нарцисс как-то давит на какие-то вот эти вот кнопки, которые вы никак не можете понять, что же это такое. Вот там, скажем, очень был яркий лавбомбинг в начале, как-то почувствовали себя живое, такое влюбленное, такое яркое, а сейчас вот как-то сложно с этим расстаться. С этим нужно просто поработать. У меня под видео есть ссылки на мои соцсети, пишите мне личное сообщение, я вас запишу на личную консультацию, мы, собственно, проработаем. Бывает так, что на поверхности лежит причина, по которой женщина постоянно как будто бы, ну, вот, возвращается туда, в эти отношения, позволяет нарциссу себя возвращать, а просто это незаметно, ты сам этого не видишь. Ну, как бы наши психологические защиты так устроены, что мы себя как бы со стороны, ну, сложно нам просмотреть. Поэтому обращайтесь, можем разобраться. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас есть такой опыт отношения с нарциссом, вы вот выходили, как он вас возвращал, и что вы такое сделали, чтобы он перестал вас возвращать. Это будет очень важным дополнением к моему видео, если вы поделитесь своим личным опытом. Я вам буду очень благодарен. Если вам видео понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.